С начала 2025 года многие монеты просели на десятки процентов, а некоторые токены вообще вернулись к диапазонам, которые наблюдались во время медвежьего рынка в 2022 году. Конечно же, после этого все перестали ждать знаменитый альтсезон, и кто-то даже думает, что на этом все. Ведь кроме страха и падения интереса к рынку крипты, других положительных новостей мы сейчас, к сожалению, не получаем. По большей части это связано с планом Трампа обвалить рынки и вызвать рецессию, чтобы ФРС снизила ставки, о чем мы, кстати, одни из первых рассказывали вам вот в этом видео еще неделю назад. Но, друзья, у меня к вам очень хороший вопрос. Вероятно, каждый из вас желает купить ту или иную монету как можно дешевле, чтобы потом ее продать на пике во время пампа, правильно? Так вот, почему бы сейчас не воспользоваться текущей коррекцией, чтобы откупить перспективные альткоины по самым лучшим ценам? Ведь как только рынок развернется, а это неизбежно после каждого такого отката, многие будут просто жалеть, что не успели воспользоваться такой возможностью. А поскольку сегодня я вам покажу, какие именно монеты стоит покупать, вам не придется тратить свое время на поиск этих монет. Но сегодня вас ждет не просто топ, где я назову тикеры этих монет, а я непосредственно укажу лучшие уровни, на которых стоит покупать. И поскольку я всегда придерживаюсь системы DCA, мы разберем несколько ключевых уровней, по которым стоит накапливать монеты в портфель. Поэтому 100% рекомендую досмотреть до конца, ведь сегодня вас ждут базовые фундаментальные монеты с высокой доходностью и не менее низким потенциалом. Ну и конечно же, поддержите видео лайком, ведь только благодаря тому, что под прошлыми роликами вы проявляли активность, мы выпустили данный топ. Но чем больше вы будете ставить лайков, тем чаще мы будем выпускать ролики, связанные с альтами, а также подборки прибыльных монет для покупки. Поэтому заранее спасибо за лайки, всем приятного просмотра, меня зовут Влад, вы на канале Coin22, мы начинаем. Что ж, друзья, сегодня все-таки пришло время разобрать перспективные монеты, которые обязательно стоит добавить себе в портфель, ведь давненько мы не говорили об альтах, потому что в последних видео мы уделяли больше времени экономике США, так как именно она сейчас продолжает оказывать сильное влияние на рынок. И если вы смотрите это видео сразу после его публикации, хочу вас предупредить, что сегодня пройдет заседание ФРС, а также нас ждет выступление Пауэлла. И как всегда, все самые важные тезисы его пресс-конференции будут или уже есть в нашем телеграм-канале, где мы всегда на связи и делимся важной информацией, как, например, аналитикой рынка, монетами, которые накапливают киты, делаем анонсы важных событий и еще много всего другого. Поэтому подписывайтесь, чтобы ничего не пропускать. Но поскольку вы знаете, что я являюсь сторонником фундаментальных монет, и последний криптосаммит в Белом доме показал, что сейчас лучше делать ставку на фундаментал, начнем мы сегодняшний топ, конечно же, с эфира, который я продолжаю накапливать и сейчас жду подходящие уровни. Но об этом чуть позже. Пока давайте разберем последние важные новости, влияющие на его цену. Из фундаментальных факторов стоит отметить обновление Пектра, про которое я вам рассказывал ранее. В понедельник обновление запустили в тестовой сети, и все прошло довольно успешно. Да, с небольшими задержками, но зато без проблем. Это обновление важно тем, что оно улучшает сеть, снижает комиссии за транзакции, что привлекает новые проекты для масштабирования, а также после него валидаторы смогут стейкать гораздо больше эфира. Обновление в основной сети планируют запустить через 30 дней, после успешного завершения тестов. Таким образом, полноценное обновление может пройти уже 17 апреля, что с технической точки зрения очень важно для эфира. Но вы, наверное, спросите, так почему же эфир падает? Ну, во-первых, это связано с общим трендом рынка, а во-вторых, активность сети очень сильно снизилась. По данным Glassnode, в воскресенье количество активных адресов, которые участвовали в транзакциях, упали до 361 тысячи. Это самый низкий показатель с января. Это значит, что пользователи стали меньше взаимодействовать с сетью, а меньше активности, меньше комиссий, меньше сжигания эфира, и как следствие эфир становится более инфляционным. Но это еще не все. Новый спрос на эфириум также падает. В воскресенье было создано всего 86,5 тысяч новых кошельков, а это также минимальный уровень с начала года. Из-за этого инфляционное давление на эфир усиливается. Ну и конечно же фонды фиксируют отток капитала из ETF. Да, такие данные могут привести к тому, что мы протестируем уровень 1700 и даже 1500. Но вот если посмотреть на индикатор MVRV, то сейчас он находится в зоне ниже единицы. Если говорить простым языком, то когда MVRV падает ниже значения 1, это часто указывает на то, что эфириум недооценен. И знаете, что самое интересное? Такие периоды обычно становятся отличным временем для накопления. То есть, если вы верите в долгосрочный потенциал эфира, а лично я в него верю, сейчас может быть хороший момент, чтобы присмотреться к его покупке. С точки зрения цены, помните, я говорил, что купил эфир на уровне 200. Так вот, это был мой первый уровень. Да, я никогда не покупаю по одной цене, и уж тем более на все свободные деньги. А я накапливаю постепенно, чего и вам советую. И следующим диапазоном для покупки выступает уровень 1700 долларов, куда он рискует упасть по прогнозам многих аналитиков. Второй областью для покупки я бы
выделил поддержку 23 года 1500. Ну и как говорится, золотой уровень для накопления это $1000. То самое дно 22 года. Учитывая, что сейчас на наших глазах разворачивается план Трампа и даже Минфин США Скотт Бессент не исключает рецессию, у нас будет хорошая возможность купить на страхе по очень хорошим ценам. Конечно, вы можете сказать, какой смысл покупать по 1700, если можно это сделать по 1000. Но, друзья, вы сами видите, как условия на рынке меняются, и никто не будет специально для нас опускать цену до минимума, а просто ждать лучшего уровня и в итоге ничего не купить – это ошибка многих начинающих инвесторов. Купить четко на дне почти невозможно, и даже селлер покупает постепенно, чтобы сформировать среднюю цену. Поэтому система DCA нам в помощь. А так эфир остается базовой монетой для портфеля, и как только условия на рынке улучшатся, мы сразу увидим приток капитала от фондов. Сейчас активно ведется работа над запуском ETF с возможностью стейкинга, а также Standard Chartered прогнозирует рост эфира в этом году до 4000, и за счет этого можно будет зафиксировать минимум 100% роста. Следующей потенциальной монетой, с которой недавно начала сотрудничать криптокомпания Трампа, является SUI. Об этой монете я вам также рассказывал ранее, поэтому давайте пробежимся по последним новостям. Во-первых, буквально на днях компания Canary Capital подала ETF-заявку на монету SUI. Правда, компания не раскрыла ни тикер фонда, ни биржу, где он будет торговаться, ни название того, кто будет хранить монеты. Однако известно, что это будет спотовый ETF, то есть фонд будет напрямую владеть монетами SUI, а не производными инструментами, как теми же фьючерсами. Но это еще не все. Чтобы процесс пошел дальше, Canary Capital нужно будет подать еще один документ, форму 19B4, и только после этого SEC начнет рассматривать заявку более детально. Фонд SUI Foundation уже прокомментировал эту новость, назвав ее важным шагом и признаком доверия со стороны традиционных финансов. Если заявку одобрят, то это будет первый в США ETF, полностью ориентированный на монету SUI. Конечно, сейчас многие заявки по ETF на альткоины продолжают рассматривать, но как ожидается, 28 марта SEC наконец-то придет про криптовалютный Пол Аткинс и займет пост главы SEC, что может ускорить одобрение ETF, в том числе и на SUI. А вот что касается партнерства с компанией Трампа, то соглашение включает добавление активов SUI в портфель компании, а также оба проекта изучают возможности совместных разработок. Соучредитель компании Трампа заявил: мы выбрали SUI за ее американские инновации в сочетании с большим масштабом и внедрением. Кстати, да, SUI это американский проект, который получает финансирование от больших венчурных фондов США, как, например, Андерсон Хоровиц. Поэтому такая поддержка играет важную роль в долгосрочной перспективе. Глядя на цену SUI, мы видим, что после скачка из-за новости с Трампом нисходящий тренд продлился, и сейчас наблюдается консолидация выше $2. Таким образом, первый диапазон, который мы можем рассмотреть для покупки, является вот этот уровень, который ранее выступал сопротивлением. Второй диапазон находится на отметке $1.40, поскольку здесь наблюдалась консолидация в прошлом году, а третий уровень это настоящий подарок, около $1. Принцип точно такой же, как и с эфиром. Откупаем лесенкой и формируем среднюю цену, чтобы во время разворота у нас была оптимальная цена входа. Как вы можете заметить, в инвестировании самое главное быть терпеливым и нужно уметь ждать. Но во время ожидания лучшей цены для покупки рынок все равно остается волатильным, что также можно использовать для фиксации профита. Ведь, например, на том же росте SUI, после новости о партнерстве с компанией Трампа, участники нашей подписки Coin22 Pro получили от 80% прибыли, потому что заранее открыли лонг-позиции по точкам входа от наших аналитиков. Также недавно мы заработали на росте тон после того, как Дуров улетел из Франции, и еще на многих других сделках. А если вы только начинаете свой путь в крипте, вы также можете стать участником Pro, поскольку у нас есть пошаговое обучение с полноценной практикой, после которого вы научитесь торговать и проводить анализ своими руками, а также мы поможем собрать индивидуальный портфель под ваш депозит, и куда же без поддержки, которая поможет вам на каждом этапе работы 24/7. Поэтому, если вы давно искали незаменимый инструмент для каждого криптоинвестора, переходите и напишите нам по ссылке в описании. Поскольку мы затронули токен SUI, который запустили в США, я не могу пройти мимо Chainlink, который также напрямую связан с Америкой, а его глава даже был на крипто-саммите в Белом доме и общался с Трампом. Поэтому давайте разберем, что сейчас происходит с монетой Link. На прошлой неделе наблюдались очень интересные показатели в сети. По данным Into the Block, объем крупных транзакций просто взлетел на целых 1700%. Это $1 миллиард или 73 миллиона Link. Такого мы не видели уже год, если не считать 20 сентября прошлого года, когда было 65 миллионов Link. Почему же возникла такая активность? Все дело в том, что Chainlink на прошлой неделе завершил очередную квартальную разблокировку токенов. На рынок вышло 19 миллионов Link. Это почти 262 миллиона. Из них 14,8 миллионов Link отправили прямо на Binance. Оставшиеся 4,1, почти $57 миллионов, на адреса с мультиподписью. Интересный факт. За последние 2 года Chainlink разблокировал 176 миллионов монет. При этом у Link все еще есть 342,5 миллионов токенов, которые сейчас не находятся в обращении. Также на
днях один кит потратил 1,7 миллионов USDT, чтобы купить монеты Link по средней цене $14. А чтобы получить эти деньги для покупки, кит продал эфир на 2,1 миллиона долларов, а еще $5 миллионов достал из стейкинга. И как вы видите, таких покупок на большие суммы было еще много, что говорит об активности китов, которые накапливают монеты по более низким ценам. В общем, ситуация вокруг Link очень интересная, но несмотря на это, его цена следует общему тренду рынка и продолжает снижаться. Тем не менее, на дневном графике формируется вот такая долгосрочная восходящая линия тренда, из-за которой первым диапазоном для покупки станет уровень $10. Именно здесь консолидировался Link в прошлом году. Пробой этой линии тренда может привести к падению до уровня $8. Это средняя цена 2022 года, и самая нижняя точка выступает $5. Это как раз таки дно 2022 года. На самом деле Link это очень большой проект, который поддерживает партнерство с многими банками США, а поскольку теперь они начали обслуживать криптоклиентов, Link может выступать главным посредником в операциях с криптовалютой, так что обязательно будем следить за его новостями. Далее давайте поговорим про еще одного фундаментального кандидата для покупки, и это Solana, которая в понедельник дебютировала на Чикагской товарной бирже. 17 марта на бирже СМИ впервые начали торги фьючерсами на Solana. Это большое событие, особенно на фоне растущего интереса к крипте. Напомню, что еще в феврале Чикагская биржа анонсировала запустить два типа фьючерсов на Solana: стандартные контракты на 500 Solana и более мелкие микроконтракты на 25 монет. Это первые регулируемые деривативы Solana в США, и они рассчитываются наличными. В первый же день торгов через биржу прошло 98 тысяч монет Solana. Это примерно $12 миллионов. И кстати, 16 марта компании Falcon X и Stone X провели первые сделки с монетой Solana. Конечно, торговые объемы были небольшие, ведь сейчас интерес к крипте подупал, но тем не менее запуск торгов только увеличивает шансы одобрения ETF. Аналитик Крис Чанг сказал, что по его ожиданиям SEC одобрит ETF Solana от VanEck и Canary Capital уже в мае. По оценкам Bloomberg, вероятность того, что ETF Solana будет одобрен, составляет 70%, но при этом крайний срок одобрения запланирован на октябрь, поэтому будем ждать. Но почему цена Solana остается на прежнем уровне, несмотря на серьезные катализаторы? Все началось 1 марта, когда фонд FTX, а также Alameda Research, которые обанкротились в 2022 году, начали выводить из стейкинга 11,2 миллиона токенов Solana. Это огромная сумма, почти $1,5 миллиарда. 4 марта компания Spot On Chain сообщила, что 3 миллиона Solana распределили на 37 кошельков, а 24 тысячи уже попали на Binance. Это самый крупный вывод Solana из стейкинга с ноября 2023 года, когда биржа FTX начала ликвидировать свои позиции из-за банкротства. Учитывая ожидаемые дальнейшие распродажи в связи с ликвидацией активов FTX, новые покупатели по-прежнему не решаются покупать Solana по текущим ценам, что увеличивает потенциал падения. Однако с положительной стороны, инвесторы, которые ждут более приятные уровни, чтобы заработать на росте Solana, могут удержать ее цену, поскольку длительные консолидации часто превращаются в крупные фазы роста. Индикаторы на дневном графике Solana также предполагают долгосрочный положительный прогноз. Сначала произошло пересечение с MA, при котором 50-дневная скользящая средняя опустилась ниже 200-дневной, что подтверждает сохраняющийся медвежий тренд, вызванный давлением продаж FTX. Обычно такие пересечения подтверждают устойчивый нисходящий тренд, но они также могут указывать на состояние перепроданности в сочетании с сильными моделями разворота. В этом случае торговая модель нисходящего клина намекает на краткосрочный пробой цены, поскольку давление со стороны продавцов начинает падать. Этот прогноз подтверждает MACD, который демонстрирует ранее признаки бычьей дивергенции, и зеленые полосы указывают на то, что импульс меняется. Если сигнальная линия MACD пробьет базовую линию выше, то это может подтвердить сигнал покупки, как это было в прошлых циклах. Однако если цена не пробьет и не закрепится выше $130-140, а учитывая текущее давление это будет сделать очень сложно, то консолидация, конечно же, продолжится, и цена рискует остаться в диапазоне $115-120. Лично я жду первый уровень в $110. Это ключевая поддержка прошлого года. В случае давления FTX, а также падения рынка, второй уровень, который я рассматриваю, около $100. А если нисходящий тренд продолжится, то будем ждать диапазон $60. Ведь как только настроение на рынке улучшится, на сети Solana начнут запускать мемы, которые будут увеличивать активность сети, а также ее цену. Ведь так было в прошлом и в этом году. Ну и пятой монетой в нашем сегодняшнем топе является XRP. Да, друзья, это также фундаментальная монета. Из последних новостей несколько источников сообщают, что SEC готовится прекратить дело против Ripple. Раньше все считали, что задержки связаны с действиями SEC, но теперь появилась информация, что это могла быть переговорная тактика со стороны Ripple. Это дело одно из самых важных для криптоиндустрии. После инаугурации Трампа SEC закрыла очень много исков и расследований, но по делу Ripple долгое время не было новостей. Однако ситуация может измениться. По данным двух надежных источников, дело находится на стадии завершения, а задержка связана с тем, что юристы Ripple пытаются добиться более выгодных условий после решения суда. Ведь в прошлом году судья постановил, что Ripple
должна выплатить SEC 125 миллионов долларов. И сейчас юристы Ripple пытаются смягчить эти условия, и возможно у них даже получится полностью отменить данный штраф, учитывая как изменилась администрация в SEC. Таким образом, дело могут закрыть до 16 апреля, ведь это крайний срок для подачи документов Ripple. Кстати, в январе SEC удалила иск против компании Ripple со своего сайта, и это вызвало много спекуляций, что дело уже закрыли. В общем, друзья, ситуация интересная, и если дело реально закроют, то это будет очень хорошая новость не только для XRP, а вообще для всего рынка. Сейчас XRP продолжает удерживать поддержку выше $2, и если говорить о первом уровне для покупки, то я рассматриваю 200 EMI. Эта линия выступает первой поддержкой для XRP, но если мы увидим переворот уровня $2 сопротивления, то дальше есть большие риски тестирования вот этого промежуточного диапазона, где ранее была краткая консолидация. И третий уровень находится вот здесь, где также происходила краткосрочная консолидация цены. Друзья, таким образом, если вы делаете ставку на фундаментал, а как вы можете заметить, только эти монеты еще остаются на плаву, то я предлагаю вам рассмотреть именно эти альты по тем уровням, которые мы только что разобрали. Рекомендую вам не спешить с покупкой, а лучше подождать более подходящие цены, учитывая текущие условия на рынке. Ведь как показывает практика, лучшего времени для покупки, чем страх и паника, не бывает. Поэтому анализируйте монеты, отслеживайте последние важные новости в нашем телеграм-канале, ставьте лайки, жмите колокольчик, а в комментариях задавайте все вопросы, которые вас интересуют, ведь я стараюсь отвечать каждому. Ну а вам, друзья, желаю удачи, до скорых встреч!